100 раз, легко. А мне там 50-60 лет, с чего мне начать? У тебя острая боль в спине, упади на пол и на четвереньках иди. Они меня ненавидят. Дайте ножку свою. Пожалуйста. Вот регулярно делать упражнение, на котором мы сидим. Это тебе не прогулка по ВДНХ. Что бояться? Бесплатно. Регулярная физическая активность может заменить множество лекарств, в то время как ни одно лекарство на сегодняшний день не способно заменить активность. Только вдумайтесь в эти слова. Практически любую болезнь можно победить движением. Мы знаем это и даже слышали истории людей, доказавших силу этих слов. Они восстановились после несовместимых с жизнью травм и предлагают нам, совершая простые действия, дожить как минимум до 100 лет. Все, что от нас требуется – дисциплина и доверие. Как уже во время просмотра этого видео изменить мышление и встать на путь здоровья? Поговорим с нашим гостем, доктором медицинских наук, автором и основателем метода, которому доверяют миллионы людей во всем мире. Сергей Бубновский – человек, который точно знает, как избавиться от боли без лекарств и операций. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Взаимно. Сергей Бубновский, доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН, основатель направления безоперационного лечения боли с современной кинезиотерапией, автор 13 патентов, книг, бестселлеров. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то боль, которую невозможно вылечить движением? Нет. Нет таких болей. Есть незнание, как вылечить боль. Вот у нас заблуждение какое, что зажало нерв, воспалился нерв, отсюда боль. Это принципиально неправильно. Нервы не болят вообще. И болевые рецепторы, ноцицепторы называются, они находятся в мышцах, связках, сухожилиях. И когда у тебя воспалено, травмировано, ушиблено, это болят мышцы, связки или сухожилия. Но у нас ведь как думают? Боль значит НПВС. НПВС – это разрыв нервно-мышечной связи. Боль – это друг, это сигнал об опасности. Так что же нам теперь таблетки от боли не пить получается? Нет, ну здесь такой вопрос риторический, потому что если у тебя болевой шок, это автокатастрофа, тебя привели, у тебя голова не соображает, ты ничего не соображаешь, тут никак без скорой помощи не обойдется. Но когда ты вышел из наркоза, грубо говоря, пришел в себя, и тут начал забывать лекарства, полностью включать собственные ресурсы организма. У нас их огромное количество. Есть еще понятие, допустим, естественные методы, мы не о лекарствах, криотерапия, лечение холодом, локальным, общим. У нас это мало применяется, практически не применяется. Хотя, когда мы смотрим спорт, допустим, вот я вчера смотрел фигурное катание, девочка, такая меня слезы вызвала. Она каталась, там, четвертные крутила, упала на локоть и заплакала. И массажист подбегает или врач, и сразу ее замораживает. И вот эту боль маленького ребенка или большого может тут же погасить холодом. Футбол, теннис и так далее, ледяные корсеты, синяк под глаз получу, удар. Вы мне что дадите? Тепло или холод? Охлаждение я вам. Хорошо, вы дадите мне охлаждение. А другой скажет, давай мы тебе укол НПВС. В кровь мне вводят какие-то препараты, которые через кровь куда-то должны подействовать и где-то снять боль. Но никуда действуют, они не на боль, они на общую иннервацию действуют. Но нас по-другому-то не учили, нам говорят как. Давайте просто вот к обычным людям перейдем, у которых голова болит, например, спина болит и так далее. Болит, что мне делать? Упражнениями, что ли, заниматься? Нет, я лягу, полежу, лучше таблетку выпью. Как правильнее? Ну, если болит голова, я бы вылил ведро холодной воды на голову, так, на всякий случай могу говорить. Это своим близким людям. Пациенту, с ипохондрику, конечно, я не дам. Человек, который наслаждается болью. Ведь, понимаете, тут еще другой вопрос. Я принял обезболивающий препарат от головной боли, чтобы снять боль невыносимую. Раз, другой, третий, а потом начинается энцефалопатия, а потом деменция. Мозг отключается, перестает работать на атрофии мозга. Почему? Потому что обезболивающие препараты имеют огромное количество побочных действий, влияющих на микроциркуляцию. Они выключают ее. То есть обезболивающие препараты выключают мышцы, а мышца – это насос, микронасос. Головная боль такая, знаете, вещь, которую все боятся, и никто ничего не хочет делать радикального. Сколько у меня женщин с головными болями, начиная обливаться холодной водой, ну мы разговариваем, что это ты на даче, ты там в походе, нет аптеки, нет лекарства, тебе надо идти с детьми, с собой в поход, ну гулять. Потому что я всегда рассчитываю на то, что ты попадешь в ситуацию, когда изучаю обезболивающие факторы, находящиеся в организме человека, когда ты находишься в ситуации, когда нет ни больницы, ни аптеки, ни таблетки. А боль такая же дикая, боль в спине. Боль в спине выключает вообще рассудок. Шевельнуться не можешь от боли в спине.
Ну и начинают блокады делать сегодня. Что такое блокада? Это денервация нервных окончаний. То есть приходит к тому, что нервы атрофируются, перестают сигнал ловить. И у тебя возникает уже после боли в спине, после остеохондроза, там, с вариантами грыжи, протрузии, начинается остеопороз, остеопения. То есть разрушаются кости. А ты этого не чувствуешь, под боли-то ты болевые рецепторы уничтожил. А я говорю, у тебя острая боль в спине, упади на пол и на четвереньках иди. Ну, потом по квартире, уберись под кроватями, подбери полы, да пусть жена тебе даст, если ты мужчина, кушеточку, грудью ляжь на нее, чисти салаты, но только не лежи, не лежи. Самое страшное для любой боли это лежание, как раз усиление эксудации, отека. Любое лежание это отек, и чем дольше лежишь, тем больше отек, и больше выключается нервно-мышечных окончаний. Слово нервно-мышечные невропатологи вообще забыли. Нервы они знают, а мышцы ничего. Такая казуистика. Сергей Михайлович, говорят, вот когда спина заболела резко, да, вот в отличие от головы мы про холодную воду поговорили, а здесь шаль помогает, здесь какое-то теплое обертывание помогает. Что скажете? Или вот только на четвереньках ползать под кровать? Это заблуждение, пришедшее от бабушек деревенских, когда в деревне лишили бабки. Аптек не было, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов не было. Бабка, вот колдунья, там вяжет там всякие растворы и всем прикладывает тепло, потому что у бабки нет мышц. Бабки сухие, такие, значит, ходящие мощи, она сгреет мышцы, потому что мышцы это кровь, а кровь это, ну, сосуды, греет нас кровь. И бабке всегда хорошо, когда спина болит, она перевязывала себя собачьими мешками, она себя грела. Бабке хорошо. Приходит молодой человек с болью в спине, она то погрела его раз, другой, третий, на следующий день он не пришел, потому что отек стал таким мощным, благодаря теплу, что он уже шевелиться не может. Вопрос в том, что сегодня лечение спины, острых болей в спине всякими горячими кирпичами воспринимается как комедия, анекдот, ну, в фильмах. И никто не говорит о том, что если у тебя болит все тело, ты не можешь шевелиться, бросься в холодный ручей, в холодный водоем, колодец, там, бассейн, и ты через 5 секунд выскочишь здоровым абсолютно. Мгновенно. Криотерапия, лечение холодом. У нас сейчас появились аппараты криосауны. Вы знаете, там температура минус 130 градусов, да. Рабочая. Пишется еще 170, но рабочая 130. Минус. 2 минуты. Слушай, это вообще космос. И люди платят за это 35 евро, для того, ну, это европейские в основном вещи. Я не считаю, что надо платить такие деньги, когда у меня есть кран с холодной водой, меня спрашивают, какая температура? Я говорю, синяя кнопочка. Так вот, с одной стороны, дегидратация, обезвоживание ткани – это основная причина подавляющего числа дистрофических заболеваний, таких как остеохондроз, артрозы и так далее. Дегидратация – это подавляющая причина сосудистых заболеваний, потому что чем меньше воды в сосудах идет, тем хуже сосуд. Атеросклероз, оттуда ведется все эти заболевания сердца, ишемическая болезнь, ну и мозг и так далее. Вода является транспортной системой организма, она находится в сосудах, сосуд находится в мышцах. Вы мне любую тему скажите про любую боль, я все приведу вас к мышечной недостаточности. Человек, если не занимающийся элементарными упражнениями регулярно, их много-то не надо, допустим, 3 упражнения регулярно выполняемые, тебе позволят поддерживать гомеостаз, постоянство внутренней среды. За счет упражнений я прокачиваю воду. А между тем, именно мышц, неиспользование, это к вашему преамбуле могу сказать, неиспользование скелетной мускулатуры ухудшает состояние всех органов и систем. То есть, когда тебе врач говорит, ты при этом заболевании лежи, не шевелись, все само пройдет, особенно после операции хирургической, это беда полная. Друзья мои, я напоминаю вам о том, что каждый из вас прямо сейчас может стать здоровее. Сергей Михайлович нам подтверждает. Просто выпейте прямо сейчас, пожалуйста, стакан воды. Дойдите до кухни, налейте себе чистую воду и помните о том, что ежедневное потребление чистой воды до 2 литров в день сделает вас здоровее. Сергей Михайлович, вы сказали 3 упражнения достаточно для того, чтобы быть здоровым. Давайте вообще, об этом я поговорим. про воду могу говорить часами, про воду холодную, питьевую, сколько надо пить. Это, кстати, физиологи об этом говорят. 2 литра это может быть вам, мне надо 2,5 литра, потому что я побольше, от веса много зависит. А 3 упражнения простые. Дело в том, что когда ты рассматриваешь круг кровообращения, у нас считается, что главным органом тела является сердце. Я так не считаю. Потому что сердце полностью зависит от того, сколько крови поступит, допустим, в правое предсердие, потом в левый желудочек, для того, чтобы выбросить в аорту. Так вот, поступление крови в сердце целиком зависит от того, как хорошо работают мышцы ног, мышцы брюшного пресса и мышцы пояса верхних конечностей. 3.
позиции по большому кругу кровообращения. В кровотоке имеет значение рычаги: ноги, живот, руки. Первое упражнение, если хочешь быть здоровым, если у тебя нет артроза коленного тазобедренного сустава, это, конечно, приседание. Но приседание тоже правильно. Здесь надо вопрос исходного положения, фиксация спины, чтобы не приседать с наклонами вперед, раскачивая тело. Приседать, чтобы у тебя разгибались колени хотя бы на 90 градусов. Давайте я просто вот Да. для тех, кто хочет визуально посмотреть, да, как мы правильно приседаем. У нас угол ног 90 градусов, верно? Но не обязательно ноги так узко держать. Стоять Можем надо расставить. устойчиво. Устойчиво стоим и Подожди. Вот это у вас все приседаем. хорошо, у вас координация. А бабушка приседает. за стул, значит, Вот, не правильно, держаться. возьмите стул, нет, просто повернуть стул к себе. Вот так, да. Возьмите за спинку, представьте, что шведская стенка, встаньте поближе. И главное, приседайте так, чтобы не наклоняться вперед. Наклоняй. Вот. Глубже. Руки прямые, чтобы ты держись за стул. Вот, держись за стул. И вставай. Вот, как натягиваешь. И вдох, выдох наверх. Про вдох можно делать. И глубоко не вдыхай, то голова закружится, упадешь в обморок. Носоглотка. Все, достаточно. И спина прямая, видишь? Спина прямая, да. Спина, в таком случае нет перегрузки вот этих рычагов, когда приседается, наклоняясь вперед, когда спина... Только ноги, в данном случае квадрицепс. А вы знаете, что у нас каждый сустав имеет 4 поверхности? Ну так вот приседать, дорогие товарищи, хотя бы раз 100. Хотя бы раз 100, но начните хотя бы с 10, ну, пожалуйста. 10 по 10. Да, 10, 10 по 10. 10 по 10, 100. Дело в том, что это у нас работает квадрицепс. Но у человека, артрологи почему-то не знают, у любого сустава имеет 4 поверхности. Сгибание, разгибание, отведение, приведение. Сгибание, разгибание, аддукция, абдукция. Поэтому самая большая проблема спортсменов, вы знаете, спортсменов, людей, ведущих здоровый образ жизни, что все эти виды оздоровления, бег, плавание, ходьба, велосипед, приседания работают только на квадрицепсе. А отведение, приведение, а задняя группа бедра, где проходят основные сосуды, у нас ведь как у тела, вот это фронт, все сильное, мощное, квадрицепс, а это тыл сзади. А тыл, без тыла фронт смысла нет. Тыл — это позвоночник, значит, это подтягивание, к примеру, или упражнение для груди, отжимания. И это пресс. Так вот, чтобы ты хорошо себя чувствовал, надо давать упражнение отведение, приведение. Отведение, приведение. Допустим, легла на пол, села на кушетку, я тебе за ножку взял такую резинку, и ты силой приводишь ноги. Приводи. Видишь? Да. Приводишь, так? Вот таких упражнений сделай, допустим, резинку привяжи к шведской стенке и поделай раз здесь, и почувствуешь в паху жар. То есть это лучшая профилактика простатита, опущение органов, гинекология, вся это. Отведение. Отводи. Вот. Так. Это вот эта линия. Да, отводи. то есть мы в другую сторону работаем, сторону, да. Также с резинками. И здесь у нас тазобедренный сустав, поясница и спина. То есть, понимаете? Хорошо, вот здесь прям напрягается, да. Отлично. Одна вот это. И задняя группа бедра здесь посложнее. Потому что здесь надо создать условия, когда ты ногой тянешь назад. То есть, дайте ножку свою. Пожалуйста. Вот, сгибай ногу. Не к себе, вот так, пяткой тяни. Еще, вот, тяни пяткой. Вот эта мышца работает, чувствуете? Кстати, целлюлитная зона, зона варикоза. Если хочешь, чтобы не было у тебя тромбов, не было ужасных вен, вот регулярно делать упражнение, на котором мы сидим. Улавливаете? Самое важное упражнение для ног, первый этаж, поднимаешь кровь, это отведение, приведение и разгибание. Класс. Друзья мои, берите мужей и жен, кого-нибудь прямо сейчас. Вы видели, как это делает доктор. Повторите, почувствуйте лучше всяких слов. Да, кстати, действительно, можно это вдвоем делать, как мы с вами. Можно купить резиновые спандеры, силиконовые, которые хорошо тянутся в спортивном магазине. Я не знаю, продаются или нет, я все время купил, у меня сейчас это добра полно. И третье, что эти упражнения может быть делать бабушка, дедушка с ишемической болезнью сердца. Кстати, вот эти упражнения для ног — это лучшая профилактика атеросклероза. Усиление кровотока, объема и скорости ведет к профилактике атеросклероза. Атеросклероз — это будущий тромб, это инсульт, инфаркт. Если делать упражнения регулярно, инсульта, инфаркта и других заболеваний бронхолегочной системы у вас не будет никогда. Если будешь делать эти упражнения по много, 10 по 10, я не шучу, 100 раз.
будешь жжение чувствовать, это лучше профилактика целлюлита у девочек, чтобы не было вот этих галифе. Сейчас начнем, глядишь, и к маю, к июню да. у нас ножки подтянутся. Ну, достаточно. 10 по 10. 10 по 10. Сначала будет больно, болеть, но у нас первый рецепт какой? После упражнения холодный душ, холодная вода. Холодная ванна, обливание. Может, полотенце намочить в холодной воде, синяя кнопочка, и растирать себе, потом сухой. Но люди не понимают холодную воду, почему-то боятся ее. Что бояться-то? Бесплатно. Сергей Михайлович, обсудили первый этаж, переходим ко второму. Брюшной пресс. Брюшной пресс – это мышцы, они многослойные. Я называю нижний пресс, верхний пресс, общий пресс, и боковые прессы, это отведение, приведение, ротации всевозможные. То есть, если ты знаешь, что на каждый сустав дается 4 упражнения, ты можешь сегодня одно делать, завтра другое, третье, четвертое, и по очереди. И тогда уставать не будешь психологически, потому что если будешь каждый день приседать, ну просто надоест. А пресс здесь, конечно, у меня специальный тренажер, ну бог с ними, я в книжках об этом описываю. Самый простой, самый любимый мною пресс, это когда у тебя пресс выполняет функцию помпы. Оно берет кровь от ног и доводит ее до сердца. Это кранчи, это когда ты руки лежа на полу, допустим, или сидя. Ну, сидя, это когда ты берешь какую-то резинку сверху и начинаешь на выдохе локтями стараться коснуться коленок. Да, вот это. На выдохе только, на выдохе. Еще не вдыхай так, то голова закружится. Думайте только о выдохе. 100 раз, легко. Легла на спину, ноги закинул на диванчик, ноги согнуты в коленях, так, чтобы они были вертикально. И локтями стараешься доставать на выдохе локтями колени. Это такое сжатие. У тебя работает верхний и нижний пресс, и главное массируется кишечник, печень, почки, желчный пузырь. Потом пресс, хороший пресс. Пресс вообще это такая мышца, она жадная. Ее можно делать бесконечно долго и много. Только в начале гимнастики, пока у тебя сил есть. И пресс это, конечно, передняя стенка позвоночника, поясничного отдела. Как-то на это не учит. А потом пресс это что? Это препятствие опущению органов, климактерический период или после родов женщины. Это геморрой, это запоры. Пресс – это волшебная группа мышц, недаром солнечное сплетение где-то сидит, в любой восточной гимнастике у вас это вокруг этого целая система упражнений. То есть упражнение – это не качание бицепса, трицепса, это не устранение даже целлюлита или какой-нибудь фигуры, это само собой это легко делать. Упражнение – это прежде всего восстановление гемодинамики, нормального кровотока и лимфотока, потому что все это идет внутри мышцы. Внутри мышцы идут артерии, вены, нервы, лимфатические сосуды. Мышцы это, любая мышца это самодостаточный орган, не изучаем их медицины вообще. То есть это вроде как спортсмен. А спортсмены не знают функциональной анатомии, функциональной физиологии, биохимии, гистологии, поэтому просто бегают, прыгают на четырехглавые мышцы. А я бы на вашем месте, на месте офисный планктон, которые много сидят, это даже для них книгу написал. Офис без риска для здоровья такой, когда упражнение дома. Я сижу с вами, могу так попрыгать, незаметно, не сама прям, а так я сижу, и у меня сокращается ягодица. Профилактика геморроя, запора. Слушайте, и с рабочего места вставать не нужно. Да, не вставать с рабочего места, понимаете? Очень классно. Или ножки вытянул, заболела спина, вот вытяните ноги вперед, максимально вперед, вот так, чтобы на пяточки. И на выдохе, вот по коленям ползешь руками, не сгибая колени, подбородок вперед. И стараешься руками обхватить носки, тяни на себя их. На выдохе. Выдох снижает внутрибрюшное давление. То есть, когда вы тянете носок на себя, вы растягиваете всю заднюю линию ноги, спины до самой шеи. А если голову не будешь опускать, то у тебя улучшается мозговое кровообращение, то, что ты сидя, вот, достаешь руками носочек и тянешь его на себя. И у тебя улучшается мозговое кровообращение, сидя на стуле, казалось бы. То есть мы говорим о том, что перед составлением какого-нибудь квартального отчета мы, значит, несколько раз, 10 по 10. Ну, да? 5 минут за час. 5 минут? Каждый час 5 минут. Супер, отлично. Нормально? 5 минут. Пожалуйста, сели, кровь в голове. Растянуть, стретчинг сейчас. Стретчинг. Через боль, кстати. Не всегда приятно. А у нас стретчинг в офисе. Это у нас второй этаж. Второй этаж. И спина, и живот. То есть мы упражнения для живота разобрали. Кстати, можно делать и
Ну, в принципе, я бы, если бы сидел в офисе, я бы обязательно какой-нибудь фитбол положил сюда, ноги на него и лежа на полу начал себя так прокачивать. Даже без всяких резиновых эспандеров. Ну, а третий, пояс верхних конечностей, это что у нас? Это грудь. Грудь – это сердце, мышцы груди. Это осанка межлопаточная. Это остеохондроз. Это последний трамплин для головы. И поэтому любые отжимания от стола, от стула, от пола, в любом исходном положении, не обязательно классически, знаешь, ноги, руки отжимаешься, вот как вот по типу планки, когда там все стоит вертикально. Можно с колени отжиматься, но опять же 10 раз по 10, 10 раз по 5, и 2 раза по 10 в конце концов. Но регулярно. И тогда у тебя кровь, уже вышедшая из левого желудочка в аорту, она достигает уже головного мозга. В головном мозге-то мышц нет, а снабжается он кровью огромное количество кислорода, требует 25% кислорода, требует головной крошечный мозг, кило 400, от всего там, допустим, 100-килограммового тела. Это ж сколько надо прокачать туда крови, чтобы он насытился. А когда ты его не насыщаешь, вот тебе гипоксия, головные боли, а дальше идет деменция, уже атрофия элементов головного мозга со всякими явлениями паркинсонизма или там болезни Альцгеймера. Я этим занимался профессионально, поэтому считаю, что лекарств от головного мозга нет, только упражнения. Вялость, усталость, бессонница – это тоже все можно совершенно просто, корректно скорректировать упражнениями. Ну, во-первых, я вам скажу два секрета нашего тела. Первый секрет – в красном костном мозге, который находится в позвоночнике, в крупных трубчатых костях, находится система кровообразования. Форменные элементы крови образуются в позвонках. В глубине. Я поэтому противник любых операций на позвоночнике. То есть, когда я делаю упражнения, мышцы крепятся к позвоночнику, допустим, подтягивание, отжимание, и в кровь выбрасывается свежий кислород. И выводится СО2. То есть, каждый раз, делая такую незатейливую гимнастику, я обновляю кровь. Представляете? Обновляю кровь. А если еще утром или вечером я облился холодной водой дома, а холодная вода действует на кожу, а не на придатки, там, простаты, что там, чего бояться, легкие, почки. И в ответ усиливается кровоток, и вы понимаете, какая штука холодной воды. Благодаря ей усваивается кислорода в 100 раз больше, чем от комнатной температуры. То есть это кислородный коктейль. Я вышел на улицу, в прорубь прыгнул, выпрыгнул, я считаю, пробежал 10 километров босиком. А 10 километров босиком никому не советую бежать, ноги отморозишь. Плюс упражнения. И когда я делаю упражнения регулярно, то есть я раздражаю красный костный мозг, находящийся в позвонках, в трубчатых костях, у меня вырабатывается свежий кислород. Кислород – это энергия, без которой нельзя. И выведение СО2, метаболизм обменных веществ. Я обливаюсь с холодной воды, я вообще не старею. Могу прожить 100, 200, сколько, пока сил хватит. Нам сегодня говорят 150 минут нагрузки средней интенсивности в неделю или 75 минут высокой интенсивности в неделю, либо по 10 минут занимайтесь каждое утро. Как все-таки правильно заниматься физической активностью? Как много, как долго? Ну, вопрос тоже риторический. Я считаю, что заниматься надо так, чтобы не падало удовольствие. Если я занимаюсь на зубах, допустим, 30-40 минут позанимался, вот дальше себя заставляю. Это ошибка. Надо тренировать себя до тех пор, пока ты вот за час или 45 минут ты вспотеешь и получишь удовольствие. Да, я еще могу, но понял, что я наелся. Вот, наелся этим упражнением. Не хватает. Статистика показывает, ну, вот как школьный урок, 45 минут. Просто надо правильно распределить эти минуты. Конечно, если ты сверху на 45 минут наложишь какую-нибудь аэробную программу, саммит, или, да, велосипед, сайкл, это лучше, конечно. Но это выматывает. Аэробные программы надо делать не чаще 3 раз в неделю. Они не будут надоедать. А если каждый день, не будут надоедать. Вы знаете, сколько я принимаю, ну, бывало всякое, не говорю, что каждый день приходят ко мне спортивные люди, они бегают триатлон, ну, бегают, плавают и так далее, они марафонцы, они ходаки, и они приходят в 50 лет, у них шикарное сердце, шикарная голова и раздолбанный позвоночник и сустав, потому что они все делают на одной мышце, одно и то же, изо дня в день, то долго, они фанаты. И когда ты ему говоришь, вот, при диагностике, у тебя слабые аддукторы, приводящие, отводящие мышцы бедра, у тебя слаб нижний пресс, но нижний пресс имеется в виду по рычагам, потому что есть упражнения
У нас, понимаете, все по рычагам, у нас все слоями. Человек состоит из 3 слоев. Наружная, средняя поверхность. Можно на каждый давать программу. И если я ему говорю, у тебя слабый нижний пресс, он не может сделать какое-то упражнение, они меня ненавидят. Ну, они же фанаты, они же такие мены, пены, они там по 40 километров бегают. Ну, что толку же бегаешь, если ты к 50 годам износил суставы? Я всегда говорю, к бегу, к ходьбе длительной, к длительным нагрузкам надо готовить активно суставы и спину, готовить. Ну, в спорте это называется разминка. И заминка, когда вышел из спорта, ты себя должен восстановить. Но здесь, конечно, лучше, чем водные процедуры, растяжка, массаж. Ничего не придумал никто. Баня русская, ну, лучшее средство вообще. Скажите, пожалуйста, вот понятное дело, нас зрители сейчас смотрят и такие говорят, ну, им легко говорить. Они, наверное, занимаются спортом давным-давно, а мне там 50-60 лет, с чего мне начать? Может быть, и начинать-то уже поздно. А может, действительно поздно? Вы знаете, я начинал с психиатрии, причем с геронтологической психиатрии. В домах для престарелых и психохроников работа. Тяжелейшая вещь, я хочу сказать. И с тех пор я понял, для чего жить, чтобы не попасть туда. Но самое интересное, что чем больше лет, тем больше жить хочется. И у меня очень много людей, будем говорить, 70+. Есть 80+. И они, вы знаете, они уже философы. Если я их впустил в себя, там, в свой центр, они уже радуются. Они не спрашивают, вы или не вы. Им разрешили заниматься. А придут в поликлинику, что им скажут, ну пора, бабуль, ты что, на погост палат, что ты там, у меня время отнимаешь, у меня много людей. И поэтому я, наоборот, люблю пожилых людей, а кто за ним будет ухаживать, чтобы они не ходили под себя, чтобы не были в маразме, чтобы они ухаживали за собой. Это главная задача нас, взрослых людей, помогать старикам, чтобы они не стали дряхлыми, как в домах для престарелых. У них же нет условий для здоровья, нет, кто ими займется, стариками. У меня мечта сделать себе какой-то, ну не себе, дом для престарелых и помочь людям заканчивать жизнь достойной. Давайте объединяться, это моя мечта тоже, на самом деле. Давайте, я буду рад. Потому что есть огромная категория людей, доживающих. Это у меня один приятель, закончил уже свою работу, 65 лет, врач, доктор наук, все, профессор. Я занимаюсь каждый день на тренажерах, что-то делаю. Он говорит, а Сережа, а как ты доживать будешь? Я говорю, что значит доживать? Да, доживать. Доживать, пенсия, дача, воздух, чтобы меня никто не трогал, чтобы не пахал, не работал. И через 2-3 года активно человек умирает сразу после пенсии. Вы знаете об этом феномене? Чтобы люди не стали балластом в нашей жизни, старики, им надо создать условия, чтобы они, солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. Плюс работа какая-нибудь элементарная, чтобы они были заняты. Вот давайте тогда мы сейчас соберем вот эти все ваши объемные знания для старших, для людей старшего возраста и перечислим топ-3 самых важных момента, что нужно делать, чтобы жить долго и счастливо. Чтобы долго и счастливо, надо первое, обязательно регулярно выполнять гимнастику. Для 3 этажей тела, грубо говоря, 3 упражнения. Это поняли, отлично, записали. Второе, обязательно надо принимать водные процедуры. Вода – это среда, в которой живет наше тело. Ну, мы уже поговорили, душ, ванна, обязательно холодный компонент. Каждое утро, каждый вечер перед сном. И третье, заниматься чем-то любимым делом. То, что японцы деньги не самое главное. икигай называют, да? Да. То, ради чего вы будете вставать по утрам. Да. Чтобы тебя ждали, чтобы ты знал, кому-то нужен, чтобы ты что-то делаешь. Поэтому все остальное уже еда, постель, ортопедические матрасы, это уже, так сказать... Не так важно. Все мы знаем о пользе движения, но почему-то нам всем не очень просто встать с дивана и начать действовать. Во-первых, почему? Во-вторых, что все-таки нужно сделать, чтобы встать и начать? Ну, запустить адреналин. Как это сделать? Сделал первое упражнение. Встал с кровати, ничего не хочется делать, лень, надо что-то делать. Ляг на пол и начинай с колени отжиматься. Отжался 5 раз, глоток воды сделал, снова отжался 5 раз. Я уверяю вас, через 20 отжиманий адреналин выходит, усиливается кровоток и появляется желание работать. Прекрасно. Надо просто это себя заставить, потому что, извините, среднестатистический пациент, как я всегда говорю, человек, ленив, труслив и слаб. И поэтому, если ты знаешь, что я сегодня не отожмусь, завтра не отожмусь, послезавтра у меня начнутся проблемы с сердцем, потом с головой, потом меня вывезут в дом для престарелых, начинай отжиматься, начинай приседать, начинай делать упражнения для пресса. Любое упражнение физическое с утра,
конечно, после холодного душа усиливает выброс адреналина, значит, усиливается кровоток, сужение сосудов, ускоряется, ну, и, в общем-то, А появляется... 10 тысяч шагов здесь работают? Или это другая история, мы не будем ее трогать? Нет, мне смешно, потому что я все эти системы оздоровительные знаю испокон веков, с 60-х годов в Советском Союзе. 10 тысяч шагов имелось, японцы ввели этот, или 8 километров, на самом деле, быстрой ходьбы. Это ходьба, не останавливаясь. А у нас шагомер в карман поставят 10 тысяч шагов. По магазинам, по там, по всем пятым, сзади. Это подряд 8 километров. Вот такое 10 тысяч шагов. Ты можешь 4 тысячи шагов, но в хорошем темпе. 10 тысяч шагов – это аэробика. Я худел в свое время, когда мне после больницы надо было убрать там 30 килограммов. Вот я делал 10 тысяч шагов с костылем, с коляской и похудел на нужное количество цифр. А сейчас 10 тысяч шагов – это какая-то, знаешь, такое. Я находил 10 тысяч шагов. Во-первых, в каком темпе? Б, сколько километров без остановки? В, а как у тебя чувствовали суставы? Потому что ходьба – это опять на четырехглавой мышце перегрузка одной поверхности сустава. И поэтому смысла большого нет, 10 тысяч шагов. А потом мне, рабочему человеку, ну нет 2 часа ходить, понимаешь, 10 тысяч шагов. А пенсионеры либо с коляской ходят, а как с коляской молодые мамочки ходят? Они это ля-ля-ля-ля, ребенка катают. Ты возьми коляску, заряди ее продуктами для ребенка, надень на себя хорошие кроссовки и пошла вперед по парку кругами. Тогда это будет пользой для тебя и для ребенка. Не надо его качать. Это тебе не прогулка по ВДНХ. Да. Поэтому здесь 10 тысяч шагов не надо, такой прикладной смысл, лишь бы я походила. Как походил, сколько походил, с какой скоростью. Меня часто говорят, я говорю, что ты делаешь для здоровья? Я хожу в бассейн. Хорошо. Сколько ты плаваешь? За сколько? Они не знают. Я говорю, ты купаешься, ты не плаваешь. Плавает только 5% людей. Я в бассейне полжизни прожил, наблюдал. Плыть – это плыть без остановки, с хорошей скоростью, допустим, за 30 минут без остановки. Но это проплываешь где-то в среднем 1,5 километра. И с определенной скоростью, там, допустим, за 30 минут. Это 3-й разряд по плаванию. Все остальное купание, бултыхание в воде. Совершенно согласна с вами. И сегодня мы видим, на глазах появляются новые виды спорта. Значит, тут такая акробатика, тут аэробика, здесь йога, совмещенная с пилатесом, что-то еще. Есть ли опасные тренировки? Или спорт, он весь полезен и все хорошо? Нет. Не путайте спорт с физической культурой. Я, как врач, вообще против большого спорта. Я не видел здоровых людей, вышедших из спорта. Или долгожителей. Я видел каких-то инвалидов с кучей травм, потому что я работал в сборной Советского Союза с лыжниками, я знаю, что у них такого понятия, как профессиональная разминка, нет. Вот, допустим, теннисисты выходят, вот что-то опасность номер 1. Неправильная подготовка к спортивной тренировке. Не умеют делать базовую ОФП, общую физическую подготовку. То есть они либо бегают по кругу, называют это разминкой, либо там кто-то отожмутся, там потянут, и в результате хорошей спортивной деятельности, это массивное, тело не готово, мышцы не готовы, не проработано. Отсюда много травм, усталости и низкие результаты. Поэтому правильная разминка – это как раз вот то, о чем мы говорили, подготовить ноги, а нога – это еще стопа, а стопа – это там огромное количество мышц и связок. Я теннисистом ставил стопы, я теннисистом ставил плечи. Не говоря о видах спорта страшных, это автоспорт. Поэтому любой такой двигательный, если там нет, если он связан с прыжками, с бегом, с переворотами, это опасный вид спорта вообще, все, что связано с переворотами и с падениями, типа горнолыжного, это спорт опасен всегда. Но это развлечение, поэтому не надо путать это развлечение со спортом. Большинство людей, взяв все лыжи горнолыжные или там велосипед, они развлекаются. Или там пошли в бассейн, развлекаются. Профессиональный спорт, когда я знаю, сколько я килокалорий сожгу за время, с какой скоростью я буду бегать или плавать или ходить, и как я подготовил тело. Поэтому самая первая ошибка, у нас нет тренеров по профессиональному ФП, как ни парадоксально. Они какие-то есть, что-то дают, я сколько знаю, меня это не устраивает. Не устраивает. Хотя вот вчера фигурное катание, девочка упала, ей только заморозили, больше ничего не сделал. Я сразу бы заставил ей, поработал с рукой, чтобы не было отека, и завтра она встала с хорошей рукой. А сегодня это нет. Вторая ошибка, если уж так говорить, это неправильный выход из спорта. Неправильный выход из... У нас обычно спорт или нагрузка заканчивается чем? Что тебя массажист делает что с тобой.
Массаж надо заработать. Какой массажист, я не знаю. Я лучше займусь растяжкой, вот такой, как мы с вами показали, растяну свои мышцы после занятий. Обязательно прыгну в холодную ванну или холодный душ. Если этого нет, то все остальное нагрузка тупая. Ты все равно себя забьешь суставы, забьешь, и даже сорвешь сердце, можешь сорвать сердце. И третье, так, если говорить глобально, когда ты выбираешь нагрузку, которая несовместима с твоим состоянием внутренних органов. Сердце, умение зарядить сердце, сосуды головного мозга, суставы, колени. Ты пошел побалить суставную хрен с ним, навязал себе тейпов какие-то, вроде побежал. Побежал, потом уже встать не можешь. А какая нагрузка несовместима с сердечными проблемами? Нагрузка не должна превышать пульс человека. Какой? У мужчин 220 минус возраст, у женщин 205 минус полвозраста, у мужчин 220 минус возраст. Если твой пульс после нагрузки сразу превышает эту цифру, ты себя убьешь. Если у тебя пульс маленький, ты не дошел даже до 140 ударов в минуту, ну это так, разминочная работа. Бесполезная Поэтому история. надо поймать свою нагрузку, чтобы после нагрузки высокий пульс снизился до нормы в течение 5 минут. Вот у меня был нормальный пульс, ну спортивный пульс 60, я побегал, у меня стало 140, ну я так посчитал вообще, честно говоря, 140-145 при самой нагрузке это безопасный пульс для любой возрастной категории. Я не веду за 180 и так далее. Ну, то есть занимаешься спортом и так далее. Если ты посчитал, у меня пульс стал 140, я продышал, водички выпил, через 5 минут смотрю, у меня уже не 140, а уже, допустим, и не 60, а уже 80, наполовину унизился. Значит, это все хорошо. Но если я пробегал, проплыл, у меня пульс стал 140, допустим, и через 5 минут стал 130, а нагрузка большая. Если я не могу достигнуть 140, ты пока еще овощ. Тебе надо еще долго идти к нагрузке сердечной, чтобы она была лечебной. Поэтому само по себе движение не лечит, сама по себе нагрузка не лечит. Лечит правильную нагрузку. Поэтому надо прежде всего, конечно, понять свои ресурсы в области кардиологии, понять свои суставы, позвоночник, восстановить эластичность мышц, тогда делай, что хочешь, любой вид спорта. Друзья мои, у нас для вас вновь хорошая новость. Мы можем совершенно не прикладывая каких-то серьезных усилий, не собирая аптечку, которая будет весить там 5 килограммов и лежать дома, у вас занимать самый большой шкаф, мы можем прямо сегодня начать оздоравливать свой организм. Все, что нам нужно сделать, встать с дивана и начать заниматься. Доктор, спасибо вам большое за такой, знаете, мотивационный разговор. Сегодня здесь обсуждали. Спасибо большое, друзья. Оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы в комментариях и обязательно пишите, какие темы о медицине, о вашем здоровье интересны именно вам. Увидимся. Пока.